Тема «Философия процесса». Если кратко, философия процесса – это направление онтологии и метафизики, утверждающее, что первичной реальностью являются не статичные объекты, вещи, а динамические события и процессы. Согласно этой парадигме, все сущее находится в непрерывном изменении, становлении и развитии. Ключевые принципы философии процесса. Первый принцип – первичность изменений, движения и перехода. Второй принцип – взаимосвязанность. Поясняю. Первый принцип – первичность изменений, движение перехода. Реальность представляет собой непрерывный поток изменений, взаимосвязанных событий созидательного развития, а не совокупность неизменных субстанций. Ключевые положения первичности изменений, движения перехода. Первое положение – реальность как поток, мир не статичен. Второе положение – актуально и полноценно существуют только процессы. Третье положение – любая вещь – это временная форма динамического процесса. Главные мыслители, идея берет начало от античного философа Гераклита и развивается в трудах Уайтхеда, а также Бергсона, концепция творческой эволюции. Для философии процесса характерно следующее – свобода и творчество. Исходя из этого, каждый момент времени уникален, рождается из предыдущего и несет в себе элемент новизны. Второй принцип – взаимосвязанность. Любое событие зависит от прошлого и формирует будущее, образуя единый взаимосвязанный организм. Философия процесса используется для решения современных проблем онтологии, осмысления теории познания, а также социальной философии, экологии и не только. Теперь более подробно. Философия процесса – это также, можно сказать, философский подход, который определяет процессы, изменения или меняющиеся взаимоотношения как единственный реальный опыт повседневной жизни. В противоположность классическому взгляду на изменения как на иллюзорные, как утверждал Парменид, или случайные, как утверждал Аристотель, философия процесса рассматривает приходящие случаи изменения или становления как наиболее фундаментальные явления обычного повседневного реального мира. Итак, в общем, философия процесса рассматривает изменения как краеугольный камень реальности, краеугольный камень бытия, понимаемого как становление. Классическая онтология полагала, что реальность обычного мира состоит из устойчивых субстанций, которым онтологически подчинены приходящие процессы, если они не отрицаются. Если Сократ меняется, заболевает, Сократ остается тем же самым, сущность Сократа остается той же, и изменение его болезни лишь отражается на его сущности. Изменение случайно и лишено изначальной реальности, в то время как сущность существенна. Философия процесса охватывает не только научные интуиции и опыт, но и может использоваться в качестве концептуального моста для облегчения дискуссий между религией, философией и наукой. Подобно тому, как философы процесса предлагают существование процесса, становления, в противоположность фиксированному существованию бытию, физики предлагают физику становления, в противоположность традиционной физике бытия. Концепции физики становления и физики бытия представляют собой фундаментальное философское и естественно-научное разделение в понимании природы материи, пространства и времени. Для физики становления Вселенная непрерывно меняется, развивается и переходит из одного состояния в другое. Для физики бытия она существует как неизменная, вечная данность. Утверждается, что философия процесса находится где-то посередине между полюсами аналитических и континентальных методов в современной философии. Гераклит провозгласил, что основной природой всех вещей является изменение. Он постулирует борьбу, раздор, конфликт как основополагающую основу всей реальности, которая таким образом сама определяется изменением. Очень значима цитата Гераклита, используемая Платоном дважды: «Все сущее движется, и ничто не остается неподвижным». Все меняется, и ничто не остается неизменным. Нельзя дважды войти в один и тот же поток. Гераклит считал огонь самым фундаментальным элементом. Все вещи можно обменять на огонь, а огонь на все вещи. Точно так же, как товары на золото, а золото на товары. Ниже приводится интерпретация концепции Гераклита в современных терминах понимания Николаса Решера. Реальность – это вовсе не совокупность вещей, а один процесс из множества процессов.
Фундаментальный материал мира – это не материальная субстанция, а изменчивый поток, а именно огонь, и все вещи являются его разновидностями. Процесс имеет фундаментальное значение. Река – это не объект, а непрерывный поток. Солнце – это не вещь, а вечный огонь. Все зависит от процесса, активности, изменений. Фридрих Ницше предложил то, что считалось философией становления, которая включает в себя натуралистическую доктрину, направленную на противодействие метафизической озабоченности бытием, и теорию непрерывной смены точек зрения и интерпретаций в мире, которому не хватает основополагающей сущности. Сёрен Кierkegaard ставил в христианстве вопросы индивидуального становления, которые противоречили сосредоточенности древнегреческих философов на безразличном становлении космоса. Альфред Норт Уайтхед отметил, что человеческая интуиция и опыт в области науки, эстетики, этики и религии влияют на мировоззрение общества. Уайтхед стремился создать целостную, всеобъемлющую космологию, которая обеспечивала бы систематическую описательную теорию мира, которая могла бы быть использована для различных человеческих интуиций, полученных в результате этического, эстетического, религиозного опыта, а не только научного. В 1929 году Уайтхед выпустил самую известную работу по философии процесса «Процесс и реальность». Процессное мышление описывает истину как движение в субстанции через нее, гегелевская истина, а не субстанции как фиксированные понятия или вещи, аристотелевская истина. Начиная с Уайтхеда, процессное мышление отличается от гегелевского тем, что оно описывает сущности, которые возникают или объединяются в процессе становления, а не просто диалектически определяются из ранее установленных определенностей. Эти сущности называются комплексами событий опыта. Процесс может быть интегративным, деструктивным или и тем, и другим вместе, учитывающим аспекты взаимозависимости, влияния и слияния, учитывающим согласованность как в универсальных, так и в частных событиях, то есть в тех аспектах, которые не соответствуют системе Гегеля. Кроме того, примеры определенных событий, связанных с опытом, хотя и всегда эфемерны, тем не менее, считаются важными для определения типа и непрерывности тех событий, которые вытекают из них или связаны с ними. На Уайтхеда оказали влияние французский философ Анри Бергсон, американские философы Уильям Джеймс и Джон Дьюи. Для Уайтхеда метафизика – это логические основы для ведения дискуссии о характере мира. Она не имеет прямого и непосредственного отношения к фактам природы, а имеет их лишь косвенно, поскольку ее задача состоит в том, чтобы четко сформулировать язык и концептуальные предпосылки, которые используются для описания фактов природы. Уайтхед считает, что открытие ранее неизвестных явлений природы в принципе может потребовать реконструкции в метафизике. Метафизика процесса, разработанная в книге «Процесс и реальность», постулирует онтологию, основанную на двух видах существования сущности – актуальной сущности и абстрактной сущности, или абстракции, также называемой объектом. Актуальная сущность – это термин, введенный Уайтхедом для обозначения сущностей, которые действительно существуют в естественном мире. Для Уайтхеда актуальными сущностями являются пространственно-временные события, процессы. Актуальная сущность – это то, как что-то происходит и как это происходящее связано с другими сущностями. Также можно сказать, актуальные сущности – это базовые, неделимые кирпичики реальности. Они представляют собой не застывшие материальные субстанции, а мгновенные динамичные события опыта, которые возникают, соединяются друг с другом, исчезают. Актуальный существующий мир – это множество актуальных сущностей, накладывающихся друг на друга. Высшим абстрактным принципом актуального существования для Уайтхеда является креативность. Креативность – это термин, введенный Уайтхедом для обозначения силы в мире, которая позволяет существовать актуальной сущности, новой актуальной сущности, множеству актуальных сущностей. Креативность – это принцип новизны. Это проявляется в том, что можно назвать сингулярной причинностью, которой можно противопоставить термину номинальная причинность. Примером единичной причинно-следственной связи может служить утверждение «я проснулся сегодня утром, потому что зазвонил мой будильник». Примером номинальной причинно-следственной связи может служить утверждение «будильники обычно будят людей по утрам». Аристотель признает сингулярную причинность эффективной причинностью. По мнению Уайтхеда, для события существует множество сопутствующих сингулярных причин. Например, еще одной сопутствующей сингулярной причиной того, что кого-то разбудил будильник определенным утром, может быть то, что он спал рядом с ним, пока он не зазвонил.
Актуальная сущность – это общий философский термин, обозначающий совершенно определенную, совершенно конкретную индивидуальную особенность существующего мира или вселенной изменчивых сущностей, рассматриваемых в терминах сингулярной причинности, о которой можно делать категорические утверждения. Наиболее значительным и радикальным вкладом Уайтхеда в метафизику является его изобретение лучшего способа определения актуальных сущностей. Уайтхед выбирает способ определения актуальных сущностей, который делает их все одинаковыми, как актуальные сущности, за одним исключением. Например, для Аристотеля актуальными сущностями были субстанции, как, например, для Сократа. Помимо онтологии субстанции Аристотеля, другим примером онтологии, в которой рассматриваются актуальные сущности, являются монады Лейбница. Вселенная представляет собой взаимосвязанную философию организма, где элементы перетекают друг в друга, отрицая существование независимых материальных частиц. Для онтологии процесса Уайтхеда определяющий мир актуальной сущности существует как единственные фундаментальные элементы реальности. Актуальные сущности бывают двух видов – временные и вневременные. Сущности, о которой люди обычно думают как о простом конкретном объекте или который Аристотель рассматривал бы как субстанцию, в этой онтологии рассматривается как последовательная во времени совокупность бесконечно многих перекрывающихся событий опыта. Таким образом, человеческое существо состоит из бесконечно многих событий опыта. Единственная исключительная актуальная сущность является одновременно временной и вневременной Бог. Он объективно бессмертен, а также имманентен миру. Он воплощен в каждой временной актуальной сущности. События, связанные с опытом, делятся на 4 категории. Первая категория включает процессы в физическом вакууме. Вторая категория включает события, связанные с опытом с неодушевленной материей. Материя – это совокупность событий, связанных с опытом предыдущей категории. Третья категория включает события, связанные с опытом, связанным с живыми организмами. Случаи переживания четвертой категории включает в себя переживания в режиме непосредственного представления, что в большей или меньшей степени означает то, что часто называют квалия. Квалия – это феноменальные субъективные качества наших чувственных переживаний. Это сам способ, которым мы воспринимаем мир изнутри. Например, каково на самом деле видеть красный цвет, чувствовать боль, пробовать вино или слышать звук скрипки. Это личный опыт, принципиально невозможно передать словами. Каждой актуальной сущности присуще соответствующее измерение времени. Для Уайтхеда потенциально каждый случай переживания причина связан с любым другим случаем переживания, который предшествует ему во времени и имеет в качестве своих причинных следствий любой другой случай переживания, который следует за ним во времени. Таким образом, Уайтхед считает, что случай переживания является сплошным окном, в отличие от Лейбница. Во времени каждый случай переживания причинно обусловлен предыдущими случаями переживания, причина влияет на будущие случаи переживания. Случай переживания состоит из процесса предвосхищения других случаев переживания и реагирования на них. Это процесс философии процесса. Такой процесс никогда не бывает детерминированным, следовательно, свобода воли является неотъемлемой частью Вселенной. Причинно-следственные связи подчиняются общепринятому правилу, согласно которому причины предшествуют следствиям во времени. Некоторые пары процессов не могут быть связаны причинно-следственными связями, считается, что они пространственно разделены. Это полностью согласуется с точкой зрения Эйнштейна и пространством Минковского. Очевидно, что Уайтхед уважал эти идеи. Атомарность – это свойство системы или процесса, при котором действие выполняется абсолютно неделимо. Оно либо завершается полностью и успешно, либо не происходит вовсе, исключая любые промежуточные или частично выполненные состояния. Актуальные сущности события опыта логически атомарны в том смысле, что событие опыта не может быть разделено на два других события опыта. Такого рода логическая атомарность идеально совместима с неограниченным количеством пространственно-временных совпадений событий опыта. Другой аспект атомарности событий опыта заключается в том, что они не меняются. Актуальная сущность – это то, что она есть. Любой опыт может быть описан как процесс изменения, но сам по себе он неизменен. Атомарность актуальных сущностей носит чисто логический или философский характер.
Онтология – это раздел математики, изучающий свойства фигуры пространства, которые остаются неизменными при любых непрерывных деформациях, растяжениях или сжатиях, но без разрывов и склеиваний. Теория протяженности Уайтхеда была связана с пространственно-временными особенностями опыта. Хотя события опыта являются атомарными, они не обязательно отделены друг от друга в пространственно-временном отношении. В пространстве Минковского может перекрываться бесконечно много событий опыта. Nexus – это термин, введенный Уайтхедом для обозначения сети актуальных сущностей Вселенной. Итак, Nexus – это группа или сообщество актуальных сущностей. В метафизике процесса Уайтхеда Вселенная состоит не из статичных объектов, а из непрерывно становящихся событий. Nexus и представляют собой узлы взаимосвязи этих событий. Ключевые характеристики Nexus. Первая характеристика – социальный порядок. Nexus, в котором актуальные сущности связаны гармонично и упорядоченно, образуют стабильные структуры, например, молекулы, физические объекты. Вторая характеристика – несоциальный порядок. Случайный или лишенный внутренней гармонии совокупности событий, например, случайный набор молекул воздуха. Третья характеристика – концепция реальности. Согласно Уайтхеду, Nexus формируют факты. Любая конкретная вещь представляет собой сложный nexus взаимосвязанных процессов, а не просто изолированную субстанцию. Абстракции Уайтхеда – это концептуальные сущности, которые абстрагированы от актуальных сущностей или получены из них и основаны на них. Абстракции сами по себе не являются актуальными сущностями. Это единственные сущности, которые могут быть актуальными, но не являются актуальными сущностями. Это утверждение является одной из форм онтологического принципа Уайтхеда. Абстракция – это концептуальная сущность, которая относится к нескольким отдельным актуальным сущностям. Онтология Уайтхеда относится к важным структурированным коллекциям актуальных сущностей, как к нексусам актуальных сущностей. Объединение актуальных сущностей в нексус подчеркивает какой-то аспект этих сущностей, и этот акцент является абстракцией, поскольку он означает, что некоторые аспекты актуальных сущностей подчеркиваются или утрачивают свою актуальность, в то время как другие аспекты ослабляются, опускаются или остаются позади. Вечная сущность – это термин, введенный Уайтхедом. Это абстракция, возможность или чистый потенциал. Она может быть составной частью какой-либо актуальной сущности. Это принцип, который может придать конкретную форму актуальной сущности. Уайтхед допускал неограниченное количество вечных сущностей. Примером вечной сущности может служить число такое, как 2. Уайтхед считал, что вечные сущности – это абстракции очень высокой степени. Многие абстракции, включая вечные сущности, являются потенциальными составляющими процессов. Для Уайтхеда процесс может рассматриваться как совокупность абстрактных составляющих вечной сущности. Бог входит в каждую временную актуальную сущность. Онтологический принцип Уайтхеда заключается в том, что любая реальность, относящаяся к абстракции, является производной от актуальных сущностей, на которых она основана или из которых состоит. Конкретизация – это термин, введенный Уайтхедом для обозначения процесса, когда новое событие проявляется как полностью актуальное, то есть становится конкретным, и, завершив этот процесс актуализации и достижения удовлетворения по его терминологии, в свою очередь становится объективной данностью для последующих событий. Процесс конкретизации можно рассматривать как процесс субъективации. Данное – это термин, введенный Уайтхедом для обозначения различных вариантов информации. Согласно философии процесса, каждое исходное значение получается в результате слияния событий. Мысль Уайтхеда можно рассматривать как связанную с идеей панпсихизма, также известного как панэкспериментализм из-за акцента на опыте. Философия Уайтхеда в отношении понятия «Бог» сложна и содержит множество нюансов. В книге «Процесс и реальность» Уайтхед указывает, что Бог – он безусловная актуальность концептуального ощущения, лежащей в основе вещей. Согласно некоторым теистическим религиям, философия процесса может рассматриваться как отводящая Богу особое место во Вселенной событий, связанных с опытом. Что касается использования Уайтхедом термина «событие» применительно к Богу, то в книге «Процесс и реальность» объясняется: актуальные сущности – это конечные реальные вещи, из которых состоит мир.
Для Уайтхеда роль Бога заключается в предоставлении расширенных возможностей для получения опыта. Бог участвует в эволюции Вселенной, предлагая возможности, которые могут быть приняты или отвергнуты. Уайтхед перечислил 3 основные природы Бога. Первое. Изначальная природа Бога состоит из всех потенциальных возможностей существования в актуальных ситуациях. Бог может предлагать возможности. Вторая. Логическая природа Бога предопределяет все, что происходит в реальности. Таким образом, Бог воспринимает всю реальность чувственным образом. Третье. Сверхобъективная природа – это способ, с помощью которого синтез Бога становится чувственной данностью для других актуальных сущностей. В некотором смысле Бог связан с актуальными сущностями. Думаю, на этом все. Всего доброго!